Сейчас мы переместились на Пушкинский сквер, и прямо тут будет проходить буквально через несколько минут спектакль «Петровский ассамблей». Ибрагим Петрович! Ибрагим Петрович! Государь! Государь пишет! Ибрагим Петрович! Письмо! Филька, что? От государя! Ибрагим Петрович! Письмо! От государя? Да. Дорогой сердцу моему крестник, не единожды призывал я тебя к возвращению в Россию, дабы вместе со мною строить величайшую в мире державу. Угадываю я истинную причину твоего отсутствия здесь, рядом со мной. Нисколько не намерен неволить тебя в твоих решениях. Знай, что я, как и прежде, предоставляю твоей доброй воле возвратиться в Россию или нет. В любом случае, никогда не оставлю тебя без своего покровительства, Петр. Вот что, Филька, нам нужно немедленно отправляться в Россию. Ой, хозяин, барин, но все-таки Россия, она ж тебе не родина, а Франция тебя еще как любит. Россия и есть единственная моя родина. Не прикословь. Собирай пожитки, книги, инструменты, упакуй так, как будто они твои личные. В России хочу видеть свой кабинет точь-в-точь, как здесь. Ну, Франция-то, ну, положим, ладно, а герцогиня как же? Неужто ж прошла вся любовь в разум? С амурами покончено навек. Ты вот что, оставь меня ненадолго, я позову. С амурами покончено, а век плесир. Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобой объясниться. Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить. Очарование должно было исчезнуть. Эта мысль всегда меня преследовала. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости в моей жизни. Еду в Россию, где меня ждут добрые дела. Прости, Леонора. Отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий. Прости, будь счастлива и вспоминай иногда о своем бедном негре, о своем добром Ибрагиме. Филька, отнесешь герцогине ответа, не жди. Нынче же отбываем из Франции. А век плесир. Указ Его Императорского Величества, Государя-Императора Петра Великого, о порядке собраний в частных домах и о лицах, которые вон их участвовать могут. Ассамблеи, слово французское, которого на русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать, вольное в котором доме собрание или съезд, делается не только для забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга увидеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается, при том же и забава. О, Ибрагим Петрович! Михаил! А я знал, что ты сегодня приедешь. Сколько лет! Рассказывай. Да, подожди, смотри. Хороша Наташка, да? Наташка? Она, Наталья Гавриловна Ртищева. Уезжал в одной рубашонке, бегала. А теперь посмотри, какая красавица стала. Богиня грецкая, Афродита. Отчего же русский язык мне родной? Молчалив я от природы, а сейчас и вовсе
оробел. А в Голландии, у тамошних девок, вот тут и вот тут ничего нет. Пардон? Уезжал в Атуру, башонки бегала. А теперь такая красавица стала. Богиня грецкая, Афродита. Что ж ты, Мишка, забыл, как в детстве меня за косицы дергал? Вот что я имею вам сказать, Ибрагим Петрович. Вижу я, как вы смотрите на Наталью Гавриловну. Да только не свободна она. Жених у нее есть. Жених? И кто же? Я ей жених. Так что ты между нами не встревай. Любим мы друг друга. И ежели ты желаешь ей счастья, даже думать забудь в ее сторону. По гробу венчаться будем. Мишка, а в чем разговор был? И меня поминали? Ясно дело поминали. Сказал, что у нас с тобой любовь до гроба, и что мы уже тайно обручены. Ишь ты какой быстрый. Ты что же, за меня уже все решил? Сначала сватайся, а потом хвастай. Когда я говорила, что люблю тебя? Свадьбу сыграли, полюбила бы. Илька! Ибрагим Петрович, ну что же, бегством от Амуров в очередной раз спасаемся. Видать, с Амурами-то не покончено. Покончено. Навсегда покончено. Ну и зря. Женился в себе на Наталье, жил бы себе спокойно, как сыр в масле катался. Да не могу я на чужом страдании счастье свое строить. Я человек, а не зверь. Не должен человек гнаться за счастьем, как волк, грызаясь в горло каждому, кто стоит на его пути. Кому он монстр? Ну, это ты другим сказки-то рассказывай. А мне честно скажи, ну что, Мишку Говорова испужался? Да не боюсь я, Мишки, Говорова. Никого я в этой жизни не боюсь. Боюсь только одного. Наталью Гавриловну несчастная сделала. Любит она Мишку этого больше жизни. Вот что, Филька, я должен с ней объясниться. А в визир. Наталья Гавриловна, Ибрагим Петрович, я должен с вами объясниться. Я не могу жениться на вас. я понимаю. Одного в долг взять не могу, чем я вам не подошла. Ни в чем, душа моя, изъяна в вас я не нашел. Напротив, я вас люблю. Люблю больше жизни. Люблю всем своим существом, всем своим израненным сердцем. Но вы же сами дали мне понять, что не мил я вам. Как после этого могу взять вас в жены, чтобы превратить вашу жизнь в муку? Нас об этом не спрашивают. Ну что ж мы, дикари? Мы в 18 веке живем, Наталья Гавриловна. Знаете, я придумал аллегорию, я вам сейчас расскажу. Счастье, оно как мотылек, порхает, сядет на плечо, и как легко и боязно его спугнуть. А ежели схватить этого светлячка грубой рукой, не будет счастья. Не могу я с вами так, Наталья Гавриловна. Вам мил Михаил Говоров? Так обвенчайтесь с ним и будьте счастливы. Прощайте! Государь мой, Петр Алексеевич, видит Бог, я искренне предан и тебе, и отчизне. Всем сердцем своим, до последнего вздоха, до последней капли крови. Но теперь я прошу твоей царской милости, позволь мне, государь, отбыть на службу тебе в дальние страны. Знаю, захочешь ты знать причин, так знай, сердце мое разбито.
Нет больше сил оставаться в России. Дабы не случилось что-нибудь страшное, я прошу тебя, государь, отпусти меня. Твой, в чем ты, надеюсь, не сомневаешься, Ибрагим. Вилька! Вилька! Где ты? Коль, мудрые и храбрые мужи жили в прошлом. Вон, Александр Македонский пишет. Какие подвиги совершал? Что вы? Письмо для государя. Ибрагим Петрович. Ибрагим Петрович. Тут такое дело. Наталья Гавриловна нам пожаловала. Как вы можете решать мою судьбу, меня не спросясь? Кто вас на это надоумил? Не надобен мне ни Мишка Говоров, никто мне не надобен, коли вы со мной так. Наташа, Пустите, видеть вас хочу. Наташа, счастье, радость моя. Никому я тебя не отдал. До самой смерти не отдал. Ибрагим Петрович, ну я побежал сразу письмо отправлять. Вилька! Дай сюда письмо. Зажги его! А вверх плезир. И это мы с радостью пойдут самоварцы там по такому случаю. И мы решили узнать, как же нашему прекрасному фотографу нашей команды этот фестиваль, потому что уже второй день Андрей фотографирует объекты на фестивале «Времена и эпохи». И уже второй день он наблюдает этот прекрасный спектакль, который был сегодня вечером. Андрей, как тебе? Это просто не спектакль, это настоящий бал 18 века. Присутствием реверансов, париков, всяких платьев, шикарных зрителей, актеров с неподражаемым текстом. Мне кажется, вы обязательно должны приходить на такие мероприятия, чтобы прям впитывать времена и эпохи, как и называется этот фестиваль. Здесь классно. Советуем «Времена и эпохи». Oh yeah. И смотрите наше видео канала Evans Guide. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо. Класс.